Игорь вышел на связь, и оказывается, они все-таки приезжают сегодня. Все, готово? На. Карточку взял, да? Вызывай. Он у вас легенький какой, или он это... Он такой же, как у тебя. Он ощущается таким монолитным. А мой Ой, травкой такое пахнет, ощущение, что как. разваливается. Стой. Заходим. Не, Майя, сюда встань. Пусть папа туда. Голова провалилась. Нормально? Все? Да. Сидеть. Так, Алиса, возьмите водичку. у нее тоже чемодан, она маленькая, возьми воду. Я возьму, Алиса. Все, рядышком. Сейчас. У нас, значит, Там стоит 8057, по-моему. А еще 91, 90, черный МГП 5. Окей. Значит, вот эти. Давай желтый сначала. Бери, вези. Я возьму. Все, дальше двигаться. Маму слушаться. Скоро увидимся. Все, счастливо. Так, все, мы приехали в аэропорт. Сейчас, значит, у нас есть достаточно времени прогуляться, найти свой рейс. Ну и, в принципе, сидеть, ждать, потому что регистрацию мы уже прошли, осталось дело за малым. Так. Вот у нас дальше, иди сюда. Не, замахали. Давайте сюда чемоданы свои. Вылет у нас в 1:50, и лететь нам 8,5 часов получается. Потом будет 4-часовая пересадка и 14 или 15 часов дальше в дороге. Нужно сделать, распечатать билеты, чтобы все прошло быстрее и не было никаких дальше проблем. Мы, получается, летим Эфиопией, потому что Катаром было дороже, а через Стамбул сейчас не пускают, постоянные проблемы. ЕТ 629. ЕТ 629. Так. Air France, Бангкок. Так, а здесь нету. Ее снимает. Напоследок мы забежали в 7-Eleven, чтобы насладиться нашими любимыми вкусняшками. Ведь мы, черт возьми, улетим на другой конец света от них. Моя. Хотя очередь была и длинной, простояли мы недолго, в целом минут 10-15. Быстро сдали багаж, и, к счастью, перевеса не было, так как я купила дорожные весы и взвесила все заранее. Получили билетики и отправились в транзитную зону коротать время. Контроли все мы прошли. Сейчас будем чекаться по duty free, потому что времени свободного у нас очень много. Мы сейчас сразу найдем место, где мы будем садиться. У нас получается гейт S119. Это нам нужно идти налево. Дети, как обычно, со своими чемоданами.
сколько мы летим? Ох, летим мы через часа, наверное, 2,5. Чтобы попасть на самолет, нам нужно проехать на поезде. И это непосредственно в аэропорту. Город Юпитер бывает? А? Город Юпитер бывает? Город Юпитер нет. Юпитер — это планета. Майя, рядышком. Все? Давайте, сюда идите. Сюда. Здесь, видишь, заняли все места. Иди садись. Алиса, иди с Майей садись. Алиса, держи чемодан свой. Когда мы поехали на поезде, я, мягко говоря, удивилась, что такое вообще есть в аэропорту. Так, конечно, передвигаться намного быстрее, но приходится постоянно спускаться куда-то, либо Держитесь подниматься. крепко. Понятно? Ну, нельзя, значит, да. Да, пусть выйдут, иди сюда. Выходи, выходи. Майя, пойдем. Осторожно. Все нормально? Вот такой вот аттракцион получается. Видите, как ехали на самолет, а еще и прокатились на поезде. Сюда. Опять. На самом деле я не думала, что аэропорт настолько большой. Ой, смотрите, что там. И настолько интересный. Смотрите, слоны какие. Жук большой. Это не жук, это подсветка. Так, 23:03. У нас еще есть почти 2 часа. Еще я хочу купить маленькую бутылочку местного алкоголя для коллекции. Нужно вот сейчас поискать ее. Здесь куча разных приправ. А это шоколадки. 195 бат. Угу. Вот они, маленькие бутылочки, но они здесь не местные. Это что-то итальянское. Это японское. Так, маленького алкоголя нет, поэтому идем дальше. Из такого еще что нужно сделать, это нам снять пару видео, чтобы потом мы смонтировали непосредственно уже в Бразилии. Это прям такая вот галочка мне. Такая красота здесь повсюду. Я никогда не была в этой части аэропорта. Она выглядит прям очень масштабно. Ну все, мы управились везде. Я купила пару бутылочек алкоголя. И мы ждем посадку. У нас еще 2 часа почти. Так предполагаю, что дети прямо здесь уснут, потому что время уже поздно. Уже я кемарю, и как бы будет непросто. Скорее всего, вместе с багажом я буду и их заносить. Поэтому пока тут вот такой у нас вид. Вид с молниями. У меня оставалось где-то 1000 бат, и нужно было от них избавиться. Собственно, поэтому мы едим рис с золотом. Золото это можно есть, да.
Одна порция стоила где-то 200 бат. На данный момент у нас еще есть некие проблемы. Игорю с Тигрой не дали разрешение на поездку с сервис Долг. И завтра, по сути, последний день они вылетают в 8 вечера по Бангкоку. И непонятно, чего ожидать. Авиакомпания кормит завтраками. Мы подали в среду в прошлую, сейчас воскресенье. И все это время они молчат. Вообще норма в течение 1-2 дней давать ответ на бронь животного. 4 дня прошло. То есть это прям дофига. При том, что до среды, до получения пермита, сертификата там и прочего, мы не могли подать запрос на бронь, потому что нужны были соответствующие... Без этого одобрения компании, по сути, не могут принять собаку на борт. И завтра последний день, мы не знаем, чего ожидать. И, скорее всего, если собаку не подтвердят, то, по идее, компания должна вернуть полную стоимость билета, перенести рейс, но возникает другая проблема. 20 числа последний день, когда Игорь может находиться в Таиланде, и это проблема, потому что начнется просрочка. Бордер делать — это ехать до Камбоджи либо до Лаоса, это 3,5-4 тысячи бат, это смысла в этом нету. Штрафы как бы 1-2 дня тоже вроде это не проблема, но мы больше года ездили без единой просрочки, и в самый последний момент, не по нашей вине, если она будет, это будет, конечно, хреново. Я надеюсь, что все решится в нашу пользу, и они спокойно улетят, и мы спокойно встретимся через день, и будет все хорошо. Также я надеюсь, что нас Бразилия все-таки пустит, потому что сейчас это проблема. Многие страны, особенно латины, не пускают и ссылаются на то, что типа нелегалы через Мексику. Собственно, Мексика, Америка на данный момент, на данные ближайшие 5 лет нам она вообще не играет никак. То есть нам важнее закрепиться в нетуристическом месте, потому что иначе это прям проблемно очень. На регистрацию мы пошли последними, и я на самом деле не видела очередь там вообще. Видимо, потому что мы так долго ели. Пошли? На билетики. Держи. Помните, я говорила про вечные спуски и подъемы, да? Угу, вот, собственно. Пойдем, тетя билет покажешь. Поднимешь? Май, проходи. Майя, возьмешь чемоданчик? Ладно. В самом самолете я поняла уже подлянку, ведь на посадке очереди не было, но зато мы столкнулись с ней здесь. Нет, с этой стороны. 43. Yeah. No. 4. Когда у тебя есть дети, определенно есть дополнительные плюшки. И сейчас я не про психологические травмы. Вот, например, Эфиопия выдает вот такие крутецкие наборы. Нам дали его и при пересадке на другой самолет. Так что, можно сказать, у всех 4 есть свои клевые детские боксы. Слышите? Хорошая новость. Папа с Тигрой завтра летят. Ура!
С радостной новостью мы покидаем Бангкок. Тигры с Игорем согласовали на рейс, поэтому уже все хорошо. И встретимся мы буквально через сутки. Лететь будет спокойно, переживать нечего, и мы спокойно долетим, доедем все. На улице дождик, ночь. Полетать на самолете и не изучить каталог или журнал страны – грешное дело для дизайнера. Поэтому я люблю пролистывать их и смотреть, как визуализируют все в разных странах. У нас была 4-часовая пересадка в Эфиопии, так что было достаточно времени, чтобы прогуляться по дьюти-фри. Поэтому будет небольшой обзорчик прям малюсеньких магазинов и ассортимента в них. Пошли. Майя, давай потом. Ну как-то да. Я думала, здесь теплее будет. Что, джинсы хочешь одеть, да? Когда мы вышли на улицу, просто окоченели. Было достаточно холодно, а ведь мы уже привыкли к тайской жаре. Я всегда думала, что в Восточной Африке всегда тепло или жарко. Google пишет, что круглый год температура 25-30 градусов, но по ощущениям было не больше 19. Ну, мы сейчас приехали в Эфиопию. Дальше наша... Там было написано, что в эту страну, а мы летим через этот самолет в эту страну. Ну, мы на другом уже самолете полетим, да, до Бразилии. Поэтому этот чемодан, они подумали... Он поедет дальше. Его сейчас перевезут да. Не выспались? Я нормально спалась. Я вообще не спала. Не могла уснуть, места мало было. Что было? Места мало. Так, сейчас нужно будет вещи сунуть, проверять. Проходи вперед. Так, по идее, мы в транзитной зоне никуда не выходим. Нам нужен паспортный контроль. Детям уже повеселело. Мне не очень, потому что ужасно сонно и хочется полежать, отдохнуть. Okay, thank you. Kids, да? Okay. Красивое платье. Мне очень нравятся африканские наряды ручной работы. От них какой-то особенный вайб. И надеюсь, что в дальнейшем мы вернемся в Африку, но уже с туристическими целями. И я окунусь в их культуру. Давайте зайдем, посмотрим, что тут есть. Так как Африка бедная страна, то все товары на прилавках ручной работы. И так как это duty-free, то стоит очень дорого. Мне безумно понравился веер из кожи, и я, скрипя зубами, потратила на него 20 баксов. Также купила мужу кожаный ремень за 10 и средства для кудрявых волос за 3. Сладостей было не так много, и большая часть из них это импорт из других стран.
А он уже просрочен. Офигеть, тут просрочку продают до 3.5. Да. Тут это все просрочено. Слышите, это тут все просроченное. Финики. Что бе вкусно? Всякие орешки, сухофрукты. Это чили, паста. Непонятно из чего, за $4. Иди в задницу. Нет. Кожаные изделия – это, наверное, единственное, что было в избытке. А вот это чудо-юдо понравилось бы моей подруге. Очень много сигарет. Полупустые полки почти в каждом магазине в Эфиопии. Сигареты. Воды нет. Пойдемте дальше воду искать. Собственно, вот это весь ассортимент. Больше ничего нету. $2 за воду, 600 миллилитров. 3 за литр. В целом, ассортимент настолько мал, что показать и нечего. И все оставшееся время мы смотрели, как работают другие. Стойте. Осторожно, давайте. Взять можно чемодан? Точно нет? Давай, иди. Иди дальше. Поднимайся. Навези его вот так вот впереди себя, окей? Thank you very much. Проходи вперед. А ты вот как ты ездишь в этом? Давай я сделаю. Вот, да, вот так вот. Справляешься, нет? Вот так, да. Да. Оставь там вещи и садись. Магазин язык. Прилетели мы на час позже, потому что была незапланированная посадка в Энтебе. Сутки без сна дали о себе знать, и просто не было сил что-либо записывать. Получив багаж, я арендовала машину на 3 дня за $80. Это капец дорого, но потому что арендовала в аэропорту. Но зато нас отвезли прямиком к ней, и дальше мы спокойно доехали до отеля. Ну что, заселились мы вчера еще в квартиру на ближайшие 10 дней, и сейчас сделаю небольшой обзорчик ее, чтобы примерно понимать, в каких состояниях дома в Бразилии. В общем, здесь у нас получается вход, автоматизированный замок,
То есть мы не встречались ни с кем, чтобы заехать. Вот такой у нас зал. Зал-кухня получается. Идет кухня. Вид даже не на фавелы, так что это центр получается почти Сан-Пауло. Стиралка есть. Как тут свет выключить? Вот. Значит, дальше. Тут у нас 2 комнаты, из которых одна детская, другая взрослая. Вот такой вид шикарный. Считаю на пальмочки, на деревья. Небольшая ванная комната. Естественно, у нас тут уже хлам, потому что мы приехали поздно ночью и не хотелось это все наводить в порядок. Вот такая детская каютка. Почему-то, не знаю, напоминает каюту на корабле. Вот реально. Вот. И сейчас мы едем купить поесть где-нибудь, какой-нибудь магазин, и нужно будет забрать Игоря с собакой. Он мне благополучно не скинул, где рейс их, и поэтому мы поедем на приблизительное время, посмотрим, когда они прилетают, и будем ждать. Либо, может, дождемся ответа. Но как-то вот про рейс мы упустили момент, все остальное скинули, мы скинули, а вот рейс именно до Сан-Пауло почему-то никто никому не скинул. На территории дома, получается, вот такая площадка есть для каких-то супергигантских детей. Поворачивайся. Давай не будешь на нее залазить, давай скатись и пошли. Потом, давайте. Сама территория очень красивая. Все, пошли, а то мы не успеем поесть, папу встретить. Достаточно просторная территория здесь, и она полностью огражена, вон даже колючей проволокой, и немножко даже тая есть, вон проводка висляется, поэтому тут безопасно. Так, вон она стоит, Майя. У нас сейчас был квест по поиску, стойте, пошли, по поиску нашей машины, потому что я забыла вчера, какую мы арендовали, не это. Сейчас мы быстренько... Мы забираем чемодан, закрой дверь. Сейчас, в общем, нам нужно занести вот этот чемодан обратно. И мы поедем до магазина. Держи. Не зря родила, получается. А? Ничего. Там дальше какая-то достопримечательность, вроде библиотека. Мы обязательно туда сходим, когда немножко отойдем от 24-часовой дороги. Сейчас движение, кстати, здесь достаточно приятное. Нету такого, как в Таиланде, хаоса. Я сейчас не поняла, хорошо это или плохо. Нужно вспомнить пароль. Сейчас мы поедем до торгового центра. Попробуем что-нибудь там по еде найти. Вот. И, собственно, купим какие-то продукты. Садитесь. Купим продукты всякие домой. Потому что, соответственно, ничего вообще нету. Нет. Вот. Машина, короче, механика. Я здесь теряюсь. Как тут вообще двери блокировать? Что это такая? Закройте окно. Я не знаю, как тут блокировать двери. И это на самом деле стрёмненько. Вроде сами блокируются. Ну, короче, сейчас кто-то не закрыл дверь.
Первые мои впечатления, выйдя на улицу, были не из лучших. А еще я поняла, что забыла закрыть машину на ночь. Но, к счастью, чемодан был на месте, значит, не все так плохо. Также я обратила внимание на большое количество манекенов на улицах. К чему они, непонятно. Опять новости с полей. Игорь вышел на связь, и оказывается, они все-таки приезжают сегодня в 10:50, в 11:50, потому что рейс задержали, и, ну, то есть, соответственно, сдвинулось время. Мы сейчас заехали перекусить в торговый центр, ждем, пока откроется он. Здесь он с 10, то есть давно уже такого не видела, обычно часов с 8-9 уже открыты они. А тут вот. Нужно будет деньги снять, разменять, чтобы была какая-то наличка, потому что уже не раз столкнулась, что надо. Но, с другой стороны, здесь всегда, везде принимают вроде карты, и пока с этим проблем не было. Только одна я не смогла на Uber почему-то оплатить с грузинской карты, это было очень странно. Поэтому, на всякий случай, перебдим и снимем деньги. Да? Да. Вот. Дальше по планам разобраться с интернетом, потому что у нас, оказывается, в квартире нет интернета, и, возможно, придется нам делать SPF, чтобы купить нормальную связь, безлимитную, потому что без SPF здесь только туристические эти сим-карты, и на 20 дней, и, короче, ну, ни о чем получается. Мы здесь на месяц, если это делается все месяц, то, наверное, смысла нету. Но SPF, как таковой, он все-таки нужен тут. Раньше можно было онлайн во время коронавируса, а сейчас непонятно, можно или нет. Будем проверять эту всю информацию, и потом все расскажу. Ого. Не, давайте не сегодня, нам еда нужна. А то скоро папа встречается. Офигеть. Красота какая. Выглядит мощно. Значит, мы уже в аэропорту. Идем встречать. Еле с этой парковкой разобралась, потому что нифига не понятно, куда становиться, платно, не платно, куда ехать. То есть, короче, прям были сложности. Нужно сейчас найти рейс, и уже будем ждать прилета. Сейчас мы найдем табло, где написано, куда он вообще прилетает. Это вроде на 0-м этаже будет. Нужно будет нам туда. Пошли. У меня еще после Таиланда осталась привычка кланяться. То есть приветствовать, кланяться, вот это вот все. Здесь в Бразилии очень много зелени. И это прям классно на самом-то деле. Что? Все, мы нашли вход. И сейчас нам нужно на 0-й этаж. Или мы уже в табло. Нам нужно табло. Он приезжает. Подожди, Вест. А на какой он приезжает? Эст или Вест? А они уже все приземлились? Вон они, Катары. Так, у нас получается 799. Приземлился в 11:15. А какое? Он, наверное, выше будет. Или я не знаю. Хотя написано здесь. А, Вест. Подожди. Эст. Да, здесь, значит, он будет. По идее, должен где-то сейчас выходить. Он чемоданы будет долго получать. Скорее всего, да. Немного спойлера. Пришли мы не туда в итоге, но об этом уже расскажем в следующем выпуске. А вы пока подписывайтесь, чтобы не потерять.